Представьте, что вы стоите на вокзале на железнодорожной платформе. Обычное утро, вокруг люди, поезда приходят по расписанию. И вдруг вы видите поезд, который не замедляется. Он несется на бешеной скорости в здание вокзала, и вы понимаете, сейчас произойдет авария. Катастрофы редко случаются внезапно. Сначала происходит момент, когда нужно осознать, что сейчас случится беда. Затем наступает чувство, что ничего нельзя уже сделать. Ну и после этого наступает момент самой трагедии. В 1926 году, ровно 100 лет назад, здесь, на железнодорожном вокзале в столице Финляндии Хельсинки, произошла железнодорожная катастрофа, которая могла стать огромной трагедией. И есть одна деталь, которая со временем становится еще более загадочной. И чем дальше я разбирался в этой истории, тем сильнее становилось чувство, что в ней есть что-то, о чем почти не говорят. И самый главный вопрос этой истории – почему о ней сегодня почти никто не вспоминает. Перед нами здание железнодорожного вокзала в Хельсинки, построенное как символ новой Финляндии в стиле национального романтизма. Его спроектировал знаменитый финский архитектор Элиэл Сааринен, один из ключевых мастеров финского романтизма. Вокзал был построен на смену старого здания времен Российской империи и должен был символизировать новую эпоху Финляндии. Массивный гранит и строгие формы. Здесь все должно было означать порядок. Но однажды именно здесь этот порядок был нарушен. 1926 год. Почтовый поезд тронулся из городка Райайоки, расположенном недалеко от финско-русской границы. Машинист с довольным видом всматривается вдаль, смотрит по сторонам на финские леса и даже не ожидает, что совсем скоро с ним произойдут самые страшные мгновения в его жизни. Кстати, имя машиниста – Йоханнес Линакорпи. Этот поезд движется всю ночь, собирая почту и грузы на десятках станций, через которые он проходит. Обычный рейс и обычный маршрут. И именно в такое обычное утро поезд начал терять контроль. Вот он проехал станцию Пасила. Сегодня Пасила – это бетонные джунгли, а в то время это был район, состоящий из маленьких деревянных домов. После станции Пасила начинается участок с крутым спуском. Как правило, тормозная система здесь работает идеально. Но в тот момент что-то пошло не так. В этот момент машинист с ужасом понимает, что поезд не замедляется. Сначала это выглядит как техническая проблема, но очень быстро становится ясно – поезд потерял контроль. Он не реагирует ни на экстренное, ни на какое другое торможение, и ситуация начинает развиваться слишком быстро. Представьте, что вы стоите на платформе и ждете свой поезд. И вдруг вы видите, как к станции приближается состав. Но он не снижает скорость, он идет слишком быстро и не меняет ход. И становится ясно, он не остановится. В этот момент машинист подает непрерывные сигналы. Паровой свисток просто разрывает воздух. Это уже не рядовое прибытие поезда, это сигнал бедствия. Внутри вагонов поезда люди начинают понимать, что происходит что-то страшное. Скорость слишком высокая для подъезда к станции, и поезд не замедляется. Внутри начинается паника. Люди подходят к дверям, смотрят в окна и понимают, что ситуация вышла из-под контроля. Одна из почтовых работниц понимает это раньше остальных. Она кричит другим пассажирам, чтобы они немедленно прыгали с поезда. И в последний момент сама выпрыгивает из движущегося состава. За ней следуют другие. И это спасает им жизнь. Машинист Йоханнес Линакорпи в страхе затаил дыхание, понимая, что его жизнь висит на волоске. В тот момент становится ясно – столкновение неизбежно. Поезд с огромной скоростью врезается в стоящий состав на станции, раздается резкий металлический удар, скрежет, ломающееся дерево и столкновение вагонов. Люди на платформе замирают в ужасе, только представляя, сколько жертв сейчас будет. И затем наступает тишина, страшная и тяжелая. Начинается проверка вагонов, крики и поиски пострадавших. Машинист, который управлял этим составом, пережил катастрофу. Он был ранен, но остался жив. Были десятки пострадавших, были серьезные травмы, но смертельных исходов не было.
И, возможно, именно поэтому эта история почти исчезла из памяти. В ней нет трагического финала, который обычно закрепляет события в истории. Чем больше смотришь на эту историю, тем больше возникает вопросов. По старым фотографиям можно определить место трагедии, и это 10-я платформа, если ориентироваться на современные нумерации. Поезд протаранил как раз ту самую платформу, которая позади меня. Там как раз по ходу платформы находится сегодня небольшое кафе, такое заведение. И если бы данная катастрофа произошла сегодня, то жертв было бы значительно больше. И это не единственный случай, когда железнодорожный вокзал в Хельсинки оказался в центре подобного происшествия. В 2010 году на станции произошел похожий инцидент. Во время рабочих маневров несколько вагонов сорвались и покатились по уклону, врезавшись в упоры платформы и повредив здание вокзала. К счастью, удалось избежать жертв, но сам инцидент напомнил, что даже современная система не застрахована от ошибок и случайностей. Катастрофа, которая произошла здесь в 2010 году, заставила руководство обезопасить пути, и были сделаны вот такие вот тормозные еще предохранители, которые идут перед тем, как заканчивается платформа. И если даже что-то подобное и произойдет, то, что было в 2010 году или 100 лет назад, то вот эти вот тормозные, так скажем, установки, они не допустят того, чтобы случилась катастрофа, какая случилась 100 лет назад. Можно обратить внимание, что эти устройства плотно закреплены к рельсам. В них также присутствует такая некая пневматическая система, которая смягчит удар. И потом это, в случае аварии, устройство оно должно сделать так, что оно протянет до конца и упрется. И поезд не дойдет до платформы и не будет, так скажем, человеческих жертв среди тех, кто стоит на платформе. Сегодня железнодорожный вокзал в Хельсинки живет своей обычной жизнью. Люди спешат на работу, кто-то усталый идет на электричку и едет домой. И мало кто помнит, что ровно 100 лет назад на этом вокзале произошла крупная катастрофа, которая могла стать чудовищной трагедией, если бы не грамотные действия машиниста. Но если прислушаться, кажется, что звук этой катастрофы все еще звучит в воздухе. Просто его никто не слышит.